Всем привет, с вами Просто Ед. Сегодня речь пойдет о наушниках Google Pixel Buds. Но на YouTube очень много обзоров и первых впечатлений. Почему видео выходит сейчас? Потому что, судя по утечкам, Google собирается выкатить обновление Pixel Buds. А так как этими наушниками я пользуюсь давно, то могу поделиться своим опытом эксплуатации. Напомню, что наушники продаются в 4 цветах, по цене $179. Естественно, на Amazon или eBay вы можете найти их дешевле. Кстати, видео о том, как я покупал эти наушники, вы можете посмотреть по подсказке сверху. Очень важный момент, так как звук это вещь очень субъективная, о нем я буду говорить вскользь, поэтому если вы хотите увидеть полноценный разбор звучания, то, к сожалению, вам на другие каналы. У меня нет нужной аппаратуры и большого количества самых популярных беспроводных наушников для того, чтобы сравнивать этот звук. От себя лишь могу сказать, что на мой взгляд наушники звучат очень хорошо и лучше, чем AirPods, но это мое мнение, у вас, соответственно, может быть другое. Пока далеко от звука не ушли. Вот вам тест микрофона дома. А вот так звучат наушники на улице. По поводу звука. В настройках наушников есть усиление низких частот, что соответственно усилит уровень баса. И адаптивный звук. Это лайтовая замена шумодава. Эта функция у меня также постоянно включена. Работает эта штука так. Предположим, вы сидите в аэропорту и к вам подсаживается куча семей с детьми, которые очень громко говорят. Наушники понимают, что звук окружающей среды стал выше и постепенно поднимает вам громкость. Ну или опускает. Думаю, смысл здесь понятен. Кстати, о детях. Также в экспериментальных функциях есть предупредительное оповещение о детском плаче, лай собак и аварийной сирены. Наушники посылают короткий сигнал и постепенно убавляют громкость, соответственно, если слышат что-то из вышеперечисленного. Все 3 функции я, соответственно, пробовал. И мой вам совет, не включайте функцию детского плача. Уши вам дороже, чем чьи-то дети, ревущие в дороге. По поводу дороги, наушники я таскаю с собой абсолютно везде. Лично для меня они очень хорошо сидят. Правда, первое время надо было приноровиться их надевать. Ну и они очень легкие и маленькие, поэтому если у вас большие пальцы или вы будете пользоваться на морозе ими, а у вас руки замерзли, есть большая вероятность того, что вы не сможете ими захватиться, либо они у вас выпадут из рук. Вот это очень важное замечание. Кстати, тренируюсь я тоже в них, и они не выпадают. Но на самом деле бывают упражнения, когда я поправляю наушники. Но заниматься в них очень комфортно. Конструкция наушников не шумоизолирует окружающую среду полностью, за счет чего сильного давления на уши не ощущается. Да, в отличие от давления общества, которое, когда ты идешь в шапке, не видит твои наушники. В отличие от AirPods, которые немножечко торчат. И в общественном транспорте или месте, если вас будут просить о чем-то, то это будет очень смешно и долго. Ведь почему-то у людей до сих пор не откладывается в голове то, что бывают беспроводные наушники, и вы не обязаны их снимать при других людях. Бывают ли отвалы в городской среде? Да, бывают, и чаще всего это не от людей с большим количеством беспроводных наушников. Потому что сколько я летал на самолетах за это время, а там очень большое количество людей с беспроводными наушниками, отвалы приходят на улице, когда много машин, не знаю, с чем это связано, но это краткосрочный отвал, который длится в районе там 1-2 секунд и бывает очень редко. Ну и раз уж мы заговорили про минусы, думаю, ни для кого не секрет, что левый наушник будет разряжаться чуть быстрее, чем правый. Но это происходит только первое время, там процентов до 50 либо 40. И в связи с этим, когда у левого наушника меньше 50%, он начинает играть тише. Не знаю, все ли услышат разницу громкости, но лично я слышу. Но она совсем не критичная, думаю, что Google должны это исправить, надеюсь, именно обновой. Также в некоторых моделях присутствует шум в наушниках. Лично у меня он краткосрочный, длится также в районе 2 секунд, и происходит, когда я ставлю видео на паузу. Но он очень тихий и слышен тоже далеко не всем. Пока далеко не отошли от видео, не знаю, фича это Pixel Buds, либо уже какая-то обобщенная обнова, но именно я имею в виду на Windows, там и другие устройства, не Google. Наушники немного позже запускают видео. Это хорошо видно по Instagram историям. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы уменьшить задержки и синхронизировать именно видео со звуком. С фильмами на компе, кстати, то же самое. Да, наушники легко подключаются и к ноуту, и к компу, и к телефону, но могут держать сопряжение только с одним устройством. Да, для кого-то может быть это проблемой. Ну и вот, кстати, основные фишки наушников, кто забыл. До 5 часов проигрывания музыки, 24 часа с зарядом от кейса, Bluetooth 5.0, подключение к любому виду устройств. Но полный функционал, а именно настройка наушников, раскрывается только на Android. 2 микрофона, автопауза, очень удобное и нативное управление жестами. Вам точно понравится. Защита по стандарту IPX4.
и перевод в реальном времени. Да, в СНГ пока не работает перевод в реальном времени, но, надеюсь, эту фишку завезут и исправят. Там всего лишь поддержку языка надо ввести. Чё, сложно, что ли, Google? Мы вообще-то тут в СНГ пользуемся нашими языками, да, и вашей продукцией. Пожалуйста, сделайте. Ну и беспроводная зарядка в кейсе тоже очень приятный бонус, особенно если вы владелец Google Pixel 5, положили просто телефон, положили на него наушники, все, заряжаете. Кейс, кстати, за мое время эксплуатации начал люфтить. Сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать звук. Но это не так сильно, как обычно происходит с AirPods, да и мне приходится сделать, ну прям я вдавливаю, чтобы это слышать. Ах да, чехлы для кейса. Если сравнивать с теми же AirPods, чехлов для Google Pixel Buds совсем немного. Чуть не забыл, озвучивание уведомлений — это лучшая фишка Google Pixel Buds просто. Там такой приятный голос, что капец. Вот пусть тебе Google Баба и озвучивает видосы. Но не такой приятный, как этот. Ну и теперь, чтобы мое мнение не было голословным, я попросил знакомых с Google Pixel Buds поделиться своим мнением. Поэтому вот. В части удобства использования они 10 из 10. Минус для СНГ — нельзя включить русский ассистент, но озвучка уведомлений на русском по долгому удержанию работает. Начну с минус. Про прерывание. Да, они есть, но все зависит от места. У меня по городу прерывание бывает только на перекрестках, и то типа раз на раз. То есть это близ светофоров. Недавно был в торговом центре, там вот когда зашел в магазин техники, тоже прям очень сильные пошли. Ну, про удобство использования. Вот, вообще все шикарно. То есть достал, они сразу подключились. Один засунул правый и сразу быстро перестроился, играет там. Или, например, слушал один, достал другой, они сразу подключились, сразу подхватились. То есть вообще нормально. Жесты, ну, вообще для меня удобно. Дальше по звуку. В наушниках очень сильно слышно окружающий мир, так сказать. Это одновременно и плюс, и минус. Потому что плюсом это является, когда ты разговариваешь с человеком, просто можно поставить на паузу, даже не вынимая наушники, это его отлично слышно. Вот. А минусом, ну, когда идешь вдоль шумной дороги, там, широкого проспекта какой-нибудь, приходится прибавлять громкость очень сильно. Вот. И то, типа, не факт, что ты перестанешь слышать окружающий мир. Привет, отсутствие шумодава. Ну, по самому звуку, в принципе, так в тишине он нормальный. Но лично я накручиваю себе низких частот в программе Wavelet. Ну, чисто потому что мне так нравится. Ну и вот, собственно, ну и все. Удобные. Из плюсов — открываешь кейс, и телефон сразу показывает заряд и прочую информацию. Достал наушники, коннект, и никаких лишних действий. По ассистенту, когда говоришь «Эй, Google» для английского языка, без бацев телефон и колонка включаются и слушают. Отвечает колонка. Или телефон, если это шоу или open. А даже если ответила колонка, добавляешь «Send it to my phone», и сразу появляется уведомление. С бацами телефон не реагирует. Слушает колонка и бацы. Отвечает всегда бацы. Таб для прослушки уведомлений и прочее, это я и на Sony юзаю иногда. Да, Sony XM234 тоже имеет ассистента. Из главных удобств бацов перед Sony это то, что маленькие ТВС удобнее, чем полноразмерные, когда лежишь в кроватке и залипаешь во что-то. Но из-за того, что они ТВС, как бы качество ниже, чем у полноразмерных. Поэтому у меня осталось не очень впечатление от бацев. И это учитывая то, что очень много брака. Но с другими ТВС я не сравнивал, просто у меня не было норм беспроводных наушников, чтобы сравнить с бацами. Поэтому, может быть, бацы и норм по звуку, как и ТВС. Но в первую очередь бацы — это фичи. Такого мнения придерживаются ребята. Соответственно, вы можете составить свое мнение, судя по этому видосу, посмотреть еще миллион других и решить окончательно, стоит ли вам покупать эти наушники или нет. Лично я покупал эти наушники по full прайсу и, вообще нисколько не жалею, потому что, Google это больше про удобство и фишки, чем про какое-то там внутреннее качество, чем про железо. Особенно в последнее время, когда они Google Pixel 5 выпустили не флагманский.
Следующие наушники, как я понимаю, тоже будут не флагманские, будут чуть-чуть дешевле, чем эти. И, соответственно, цена на эти наушники тоже упадет. Поэтому можете дождаться следующего месяца, либо когда там представят новые наушники, и уже сделать выбор либо в пользу вот этих, насмотревшись миллион обзоров, либо в пользу новых наушников. Думаю, обзоры на них тоже будут. Как всегда, огромная благодарность телеграм-каналу Google Pixel. Ссылку вы найдете у него в описании. Ну а с вами был Просто Ед. Всем пока!